Всем привет! Очередная камера с AliExpress. На этот раз поворотная 4G камера. Характеристики указаны на упаковке. И есть вариант выбрать на странице товара сразу несколько вариантов, так сказать. Я выбрал 2-мегапиксельным разрешением 4G. Можно выбрать с 5-мегапиксельным разрешением камеру 4G с варифокальным объективом. На данный момент я выбрал 2,7 13,5 мм фокусное расстояние, оптический зум. Или же выбрать статический объектив, обычный, не варифокальный, без зумирования оптического. Или же выбрать Wi-Fi камеру без 4G модуля. При заказе выбирайте, соответственно, цена будет меняться. Самый дорогой вариант, это понятно, 5 мегапикселей, 4G. И варифокальный объектив 2,7 13,5 мм. Где-то примерно 4-5-кратный оптический зум. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Вы должны понимать, что Wi-Fi камера это Wi-Fi. Нужен, чтобы удаленно ее отслеживать, нужен Wi-Fi роутер. 4G камера это поддержка сим-карт мобильных операторов, и камера будет доступна вам через интернет мобильного оператора. Но 4G камера по Wi-Fi работать не будет, не имеет модуля Wi-Fi. Это не полностью универсальная камера, такой вот вариант. Комплектация, инструкция, муфта на RJ45, то есть все здесь как бы по стандарту. Отверточка идет. Да, пригодится она, потому что нужно будет покрутить болтики. Крепление RJ45, муфта. Так, задняя подушка на кронштейн. Инструкция. И это камера с приложением CamHi Pro. Ну и также отслеживание удаленное с компьютера. Hi P2P клиент. Ставим этот клиент на компьютер и на камеру можем заходить с ноутбука, с компьютера. В моем случае 4G вариант. Устанавливаю я в нее сим-карту мобильного оператора с интернетом. И камера будет мне доступна в том месте, где нету роутера, где нету проводного интернета, где нету Wi-Fi. Есть возможность заказать у продавца полностью такой вариант, только в черном корпусе. Это чисто белое, тот чисто черный корпус. И также в комплекте идет блок питания. Это камера 12-вольтовый вариант. По питанию 12 вольт. Обычный блок питания, стеновое крепление. Как заявлено, 12 вольт, 2 ампера. Ну и какой еще огромный плюс этой камеры? Это та камера, которая может раздавать Wi-Fi. Далее подключу и посмотрим процесс раздачи Wi-Fi. То есть раздает она интернет с карты мобильного оператора. Должна ли карта поддерживать раздачу? Думаю, да. Это тот вариант, можно сказать, полуавтономный, потому что мобильный интернет есть, сим-карту установил, более ничего не требуется. И питание, аккумуляторов нет встроенных, но питанием может выступать 12-вольтовая сборка, например, литиевых аккумуляторов. Недавно я вам показывал на видео, аккумулятор такой есть у меня литиевый на 20 тысяч мАч. То есть этого аккумулятора при мощности употребляемой камеры 3-4 Вт, вот посчитайте, насколько его хватит на долгое время. Или же, в крайнем случае, аккумулятор автомобильный, 12-вольтовый, в том месте, где нету розетки 220, и в том месте, где нет никакого интернета, кроме сигнала мобильного оператора. Вот одно условие, что если хотите работу камеры и удаленный на нее адекватный заход, без всяких лагов, без всяких подвисаний, то в месте установки камеры должен быть хороший сигнал мобильного оператора. Ну и, соответственно, выбирайте того мобильного оператора, у которого адекватный мобильный интернет. Камера в одном из старых, устаревших моделей корпусов. Вскрывается верхняя крышка откидная, сейчас уже корпусы идут полностью литые. Ну, в общем-то, зарекомендовали себя эти корпусы нормально. У меня была такая камера, долгое время работала, просто корпус пожелтел сверху, никаких вопросов вообще с ней не было. Откручиваем эти два винта
для установки сим-карты мобильного оператора. В общем-то, видите, есть здесь наклеечка. Угу. Ну, так я вам скажу, этой отверткой не очень хорошо пользоваться, но возможно в крайнем случае. Откидываем вот эту часть. Здесь, по идее, ничего откручивать не нужно, но почему-то что-то держит. А держит у нас кабель. Здесь фиксация от продергивания есть. Хомут стоит, поэтому его нужно отпустить немного, чтобы кабель двигался. Но это хорошо, что хомут такой поставили. Протягиваем немного кабель, попускаем его, чтобы открыть камеру и получить доступ до 4G модуля со слотом под сим-карту. Можно здесь вообще было бы открутить на время. Вот так. Вот здесь 4G модуль. И устанавливаем в него сим-карту. Вот все указано. И как устанавливать также. И здесь у нас получается микро-сим. Последняя стадия выламывания карты. И контактами, контактами к плате. И до фиксации, обычная фиксация, защелкивание такое присутствует. Две антенны подключены. Вот две Wi-Fi антенны подключены, и к ним идут кабели. И с этой стороны можем видеть, там установлен радиатор, алюминиевый радиатор охлаждения. Вот он, здесь его видно на модуле. В этой части поворотный механизм, пластиковые шестерни, все оно работает. В общем-то, особой нагрузки на поворотный механизм нету, поэтому пластик выдерживает отлично. Слот для карты памяти вот здесь. Видите, раньше все прикручивалось вот так к крышке. Сейчас идут герметичные пробки, силиконовые, толстые. Доступ проще, не надо ничего откручивать. Старые корпусы именно изготавливались. С картой памяти также можете заказать. Поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Можете свою карту использовать, если у вас есть дома. Не обязательно заказывать у продавца. В комплекте получил, и все. Здесь также силиконовая прокладка идет. Все герметично. На отводе кабеля разъем питания 12 вольт. Интернет-кабель. Посмотрим, камера работает по интернет-кабелю или нет. Интересно самому посмотреть, не знаю я этой информации. И кнопка сброса к заводским установкам под герметичной такой пробкой. В случае чего процесс сброса у меня есть отдельно по этому поводу видео. Модель камеры на наклейке также. И здесь QR-код для добавления камеры в приложение. Подключаю камеру. Здесь герметичность соблюдена на разъеме. Можно еще дополнительно термоусадкой, если нужно, зафиксировать это все. На камере, как вы видите, есть и белые LED светодиоды, и инфракрасные светодиоды. То есть камера может работать в 3 режимах ночных. Светить себе белыми LED светодиодами и в цветном режиме, или же в черно-белом, и просто использовать ИК светодиоды. Обычный тестовый режим. Мигает разъем на кабеле, то есть индикация есть. Интересно подключить кабель и посмотрим, как это работает. Сейчас установил сим-карту, и по идее камера должна вот именно сейчас, в данный момент, регистрироваться в сети мобильного оператора, при условии, что у вас на карте есть деньги и есть мобильный интернет. Калибрует поворотное устройство, а пока CamHi Pro устанавливаем. Открываем приложение, регистрируемся, если нужно, если не прошли регистрацию. Кстати, вот здесь есть для андроида и уже для скачки приложения QR-коды на камере также. Жму плюс, и здесь вариант выбираем 4G камера. Сканируйте QR-код, чтобы получить номер камеры. Наверное, так и сделаем. Так, еще и тестируется варифокальный объектив. Вот его движение. Камера имеет динамик, имеет микрофон. Двухстороннее аудио есть, но смотрю, я нету никаких голосовых сопровождений. Так, отсканировал. Все быстро. Добавить. Успешно добавлено. Быстро. Давайте название можете по стандарту прописать сами или как захотите. Или из выбранных. Да, пароль. Новый пароль нужно сделать обязательно. Этот пароль доступа на камеру будет ваш. Так, жму готово. Приложение.
Камера переподключается в сети. Быстро, ничего себе, ну неожиданно, если честно. У меня всегда при тестировании 4G камер некое подозрение возникает, страх, что ну вот не получится. Потому что у меня здесь сигнал мобильного оператора ниже положенного уровня. Ну, в данный момент нормально еще, я скажу, сигнал мобильного оператора. Ну, у меня сейчас смартфон к Wi-Fi подключен, а камера работает через карту мобильного оператора Live. Ну, смотрите, и задержка минимальная. Я в шоке. Ну, видать, что-то случилось. Давайте в HD качестве. В HD качестве понятно, что задержка при слабом сигнале интернета, при плохом интернете, грубо говоря, с камеры мобильного оператора, то задержка будет больше. Ну, здесь нормально. Опять же, все напрямую зависит от качества интернета с камеры, со стороны камеры, и от качества интернета, с которого вы заходите. Потому что тоже может быть такой момент. От этого зависит вот адекватность отслеживания камеры удаленно. В моем случае все отлично. И 2-мегапиксельная матрица, я вам скажу, что довольно-таки хорошее качество. Очень хорошее. Звук 1, 2, 3, 4. Звук есть. 1, 2, 3, 4, 5. Отличная двухсторонняя связь. Вообще вопросов нету. Смотрим дальше. Управление камерой. Быстро. 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 Отлично. И зумирование. Отлично. Отлично. Вот именно тот средний, наверное, диапазон. Камеры недорогая, не дешевая, а именно ту, которую вот многие спрашивают. Дай мне средний диапазон, потому что не хочется брать откровенно дешевую и не хочется переплачивать непонятно за что. Ну, люди начинающие, понятно, что не понимают за что. И смотрите, нифига себе. Отслеживание движения. И в этой камере есть слежение, скорее всего, за человеком. Вынесу камеру на улицу и посмотрим. Давайте немного по настройкам. Шестеренка. Заходим. Настройка беспроводной сети. Что у нас здесь? Неизвестный. Ну, понятно. Там все в автомате происходит. Изменение пароля, если нужно. Есть управление сигнализацией и уведомлениями. Немаловажно. Сразу заходим. Если нужно получать сигнал тревоги, включаем получать. Имя камеры можем здесь же поменять. Сигнал обнаружения движения. Есть регулировка чувствительности. И также можно зону ставить, где нужно определение. Также звуковая сигнализация. Устройство с функцией микрофона запускает сигнал тревоги. Из динамика будет сирена звучать, если включите. Интеллектуальное отслеживание включено. Рамка объекта, ну, по сути, это человек. Человека будет выделять рамка, если нужно. Если выключите, не будет выделять. Показывать, на какого человека, сработало. Чувствительность также, именно по силуэту человека. Установка сигнализации по расписанию. Ручной выбор или автомат, постоянная. Сигнал, рычаг, то есть что делать при тревоге. Захват изображений, сигналы тревоги на SD-карту. Запись видео на SD-карту. Включаем вот именно по тревоге, здесь повключали. И все будет работать в автомате. Когда сигнал тревоги срабатывает, устройство выдает сирену. Если нужно, сирена включаете. На электронную почту запись на FTP сервер, изображение и видео. Все четко, все понятно. Настройки видео. Основной поток, дополнительный поток. Можем посмотреть. Настройки звука. Громкость микрофона, динамика. Запись плана на карту. Что писать? Основной поток или дополнительный? Дополнительный поток, легкий поток. Будет меньше заниматься места на карте, но в худшем качестве. Основной поток, хорошее качество, немного больше места занимается на карте. Ну, в основном основной поток, потому что, если нужно, рассмотреть будет нормально людей и все остальные моменты. Или ручная настройка. Можно ставить ежедневно по времени, чтобы писалось на карту, если нужно. Настройка карты.
емкость показывает, на 64 установил. И форматирование. Если желательно отформатировать, давайте так и сделаем. Именно в камере желательно отформатировать, чтобы камера свои драйвера там поставила на карте, чтобы пошла запись адекватная. Готово. Кстати, можно заходить в настройки и не открывая камеру, а со списка устройств. Настройка времени, и здесь синхронизация с телефоном. Делаем. Готово. Можно часовой пояс установить свой. Начальная настройка, сброс к заводским. Или же перезагрузка удаленная. Информация об устройстве также. Там все по устройству. И если будет обновление, там также оно будет. Обновление прошивки камеры. Все, устанавливаешь камеру и занимаешься. Будет у тебя несколько камер, вот как у меня. Будут они все у тебя в одном приложении. И не обязательно такая камера, может быть другой вариант, более дорогой, с большим зумом. Вот вчера я вам ее показывал, 40-кратным оптическим зумом. Или обычная камера для помещения, маленькая, но поддерживающая приложение CamHi. Она у тебя будет здесь. И не обязательно, чтобы эти камеры были установлены в одном месте. Эта камера у тебя установлена там на даче, это на офисе, это вообще в другом городе. И они у тебя в одном приложении, в твоем списке устройств. Кабель взял от роутера, свободный разъем роутера, второй конец подключен, а этот в камеру подключаю. Роутер вещает в интернет, понятно. Давайте посмотрим, что... Ну, по-видимому, ничего не происходит. Зайдя в настройки Wi-Fi на смартфоне, видим, появилась новая сеть. MiFi CC49. Запросит пароль, я уже к ней подключился. Повторно потом пароль не запрашивает. Пароль будет от 1 до 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Смартфон по Wi-Fi работает. Захожу, к примеру, TikTok, открываю. Мой канал. Кстати, подписывайтесь на TikTok также. Тут вот короткие видео делаю. То есть интернет работает. Захожу на Telegram. Чат видеонаблюдения. Также заходите и подписывайтесь. Интернет работает. То есть к этой камере ты можешь, ну, даже привязать вторую камеру Wi-Fi. Не знаю, сколько возможно и какая зависимость. Надо уже пробовать. Опять же, все напрямую зависит качество интернета, качество сигнала мобильного оператора. То есть эти моменты зависят. Но думаю, пару камер можно к этой камере будет привязать. Простых Wi-Fi-евских по Wi-Fi к точке доступа. Камера на улице. Заход на камеру работает через сим-карту. В SD-качестве. В HD-качестве также тянет, но есть лаги небольшие. Поэтому все зависит от качества интернета здесь напрямую. Будет хороший интернет вместе установки камеры, будет все отлично у вас летать. В автомате заходит в SD качестве, потому что мониторит интернет, качество передачи, и приложение ставит в SD качестве. Звук, все есть, передается, все отлично. Со слежением. Камера со слежением за человеком, с определением силуэта человека и со слежением. Функция слежения включается, как я вам сказал, тут, без всяких заморочек. Место вот направили камеру и включили слежение. И она будет возвращаться в то же самое место после слежения. Может просто определять силуэт человека, то есть без поворота за ним. Если нужно, ставите и включает запись на карту памяти по силуэту человека. Именно в настройках АИ будильник. Может писать по любому движению, если вы выключите АИ будильник. По машинам там. И определение силуэта человека на хорошем расстоянии также. Чувствительность хорошая, но это средняя чувствительность в настройках. Там же можно добавить и больше. Если максимальную чувствительность поставите, есть... случаи будут больше ложного определения. То есть ствол дерева, столб, камера может различать, как человека определять. Тут нужно с чувствительностью уже поиграть. Все остальное, то есть все тут визуально понятно. 3 ночных режима, это ночью уже какие хотите ставите. И изначально какой плюс этой камеры, что изначально широкий угол. Вот 2,7 мм, 2,8 скорее всего. Изначально
широкий захват. Зумируешь, и зум, соответственно, оптический, без потери качества. При этом запись, если ты включил на карту памяти, то будет, или же человека приближаешь, и как раз пишется видео, то будет и с зумом писаться. Сохраняться видео зумом. Или вот так приблизил, тебе нужно именно писать вот эту зону, зумируемую, и так и оставил. Включил запись, постоянку, к примеру, или же по определению силуэта человека, и камера будет писать именно приближенную картинку на карту памяти. Да, камера не так быстро зумирует, как и более дорогие варианты, не так быстро автофокус отрабатывает, но, соответственно, и ценовой диапазон этой камеры меньше. Вот медленно зум работает, медленно работает объектив, но что есть, то и вам показываю. Повороты отлично отрабатывают, все быстро. Ну и также немаловажно, здесь можете настройку изображения, то есть все эти моменты. Вот я немного засветлил картинку, на 60 поставил, потому что пасмурно, хочется картинку получить более светлую. Предустановки также есть, 8 пресетов. Не успел немного включить камеру, вот приходит уведомление по человеку, определила и следит. Потому что слежение включено. Поворачивается, ну, не на том расстоянии, да, как прошлая камера, вот я вам показывал. Но также солидно. Отлично. Для этого ценового диапазона, то есть я считаю, это нормально. Хорошая картинка, картинка качественная. Вот, ну, суперово. Классно, приятно смотреть. Цифрового такого зумирования нету возможности. Но есть оптический зум в случае чего. И да, и так можно картинкой, также камерой управлять. Целый день камера работает, вообще проблем никаких нету. Заходишь в любой момент, прогружается в сети без вопросов. Ночью также отлично. Ну, картинка с камеры хорошая, это сразу покажу вам. Вот, отличная картинка с камеры. Есть варианты, понятно, что камер лучше, но тут картинка беспроблемная. Может, из-за того, что разрешение вот до 2 мегапикселя, то картинка не такая четкая. Но, опять же, можно отрегулировать. Может, контраста добавить, там яркости. Яркости добавил немного. Контраста, если добавим, то вот более контрастная картинка становится. Более четкая, вот так, можно регулировать также. По слежению днем есть моменты, не идеальное слежение, бывает, пропускает людей, но минимальные, вот эти моменты негативные минимально, бывает не успевает за быстро, там, проезжающим, велосипедистам, поворотное устройство здесь нескоростное, это понятно, это камера, ну как, не для профессионального слежения, не для постоянного. То есть функция слежения постольку-поскольку. То, что это основной плюс, что это 4G камера, что ее можно устанавливать вот в месте, где нет интернета. Слежение можете выключать, включать по надобности. И плюс какой, ну что за эту цену ты имеешь варифокальный объектив и зум какой-то небольшой зум есть. Ночным режимом все адекватно, интеллектуальное. Включит она белые LED-светодиоды, когда попадется в ее видение человек. Яркий, хороший прожектор можно использовать как подсвечивание. Вот, например, человек подходит к калитке, или даже вы, ваши родственники. Камера видит, включает прожектор, и если слежение включено, еще проследует за человеком, будет следить ему вслед. Тоже очень удобно. Или же цветное поставить можно постоянно. Вот наступает темнота, камера переходит в ночные режимы и включает LED-светодиоды, будет светить до утра таким образом. Плюс записывать, снимать видео и фиксировать людей, следить за ними, если поставите слежение. Но только постоянно светящие будут LED-светодиоды. И в цвете камера, кстати, показывает. И отличная, в общем-то, картинка с дополнительным освещением, с таким, также можно использовать. Или же обычное ночное видение,
черно-белый режим, ИК-фильтр переводит в черно-белый режим, и задействованием инфракрасных светодиодов. Можно приобретать и пользоваться, кому нужен такой вот вариант камеры. Могу вам посоветовать, потому что, ну, камера беспроблемная, ну, как и приложение, в общем-то. Приходят, целый день приходили уведомления, там куча у меня, вот, давайте на карту памяти. На карту памяти, кстати, заходим отсюда, вот карточка. И куча записей тревожных именно по человеку, и запланированная запись, имеется в виду, что пишется и постоянка, синяя, а красная по тревоге. Кликаешь. Ролик или скачать тут же, или воспроизвести. И это напрямую я на камеру зашел, на карту памяти. И это ты можешь делать удаленно из любой точки мира. И вот время, дата, просматриваешь ролик, когда и что было тревожной. И между ними, между этими тревогами есть ролики, которые записаны постоянка. Также ты можешь открыть и просматривать. Без определения уже человек ушел дальше, а запись продолжается. Посмотрите, какое качество. 2-мегапиксельный вариант, а качество, ну, приятно просто смотреть. И при просмотре ты можешь еще так вот цифрой зумировать. Это не оптика, а цифровое зумирование. Приблизить что-то, рассмотреть недалеко. Файлы открываем, и здесь то, что я накачал за день роликов с карты, и потом скачал их в смартфон, и вот поделюсь с вами. Изображение. Также, если фотку делал, у тебя сохраняется фото в хорошем качестве. В хорошем качестве фото также сохраняются. Так можно тоже приблизить кое-что и рассмотреть, если нужно. Дата, время, все сохраняется. На сегодня все. Ссылка на камеру будет в описании к видео. Там есть два варианта. Такая вот в белом корпусе, как у меня. Есть вариант полностью в черном корпусе. Кому нужно, та же самая начинка, только черный корпус. Ну и не забудьте, что есть различные варианты разрешений. 2 мегапикселя, 5 мегапикселей. И Wi-Fi камера или 4G. Тоже это учитывайте. И учитывайте, если нужен вам такой вот варифокальный объектив, камера будет дороже. Если не нужен вот этот зум, то обычный объектив берете, камера будет дешевле. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, Телеграм-канал. Также присоединяйтесь, помогаю там вам подобрать камеры, даю также ссылки. Всем удачи и до следующих видео.